Всем привет и добро пожаловать на мой канал Milana Tourist Travel. Итак, сейчас мы с вами находимся на высоте 170 метров над уровнем моря. Это одно из замечательных исторических сооружений, Черногории, а точнее города Герцег-Нови. Это крепость Шпаньола. Она происходит дословно как испанская крепость, Шпаньола, испанская крепость, хотя испанцы основали этой крепостью, владели всего не больше года, но это название все равно в этой крепости закрепилось. У этой крепости очень богатая история. Она не один раз переходила от одного завоевателя к другому. Заложили ее, как я сказала, испанцы, которые примерно год были на территории Черногории, именно Герцег-Нови, до того, как их отсюда не выбил Османский флот. И потом, в принципе, эта крепость была построена в основном именно во времена Османской империи, а точнее по приказу султана Сулеймана. Ну что ж, давайте смотреть ее. Испанцы владели крепостью в течение года, они заложили ее. Это были года 1538-1539. Они только начали ее строить, но именно к окончательному ее такому неприступному, мощному виду, именно, конечно, она пришла во время господствования именно Османской империи на Балканах. Испанский флот захватил Герцег-Нови очень быстро, это было в 1538 году, как я сказала, но владели они этой территорией всего не больше года, а точнее около 9 месяцев. Вообще Османская империя очень гордилась этой крепостью. Если внимательно на нее посмотреть, она была построена очень автономно и очень практично, потому что это было очень важное стратегическое значение, и вход в Бока-Которскую бухту должен был охраняться. В крепости были внутри и хозяйственные постройки, был доступ пресной воды. То есть она была абсолютно автономна и полностью могла очень долгое время выдерживать осаду. Вообще, конечно, за время своего существования в Герцег-Нови эта крепость сменила очень много хозяев, как я говорила ранее. Уже в 17 веке, а точнее в 1680-х годах, крепость Шпаньола вместе с половиной Бока-Которской бухты попала под власть Венецианской республики и была под ее правлением более 100 лет. Итак, 19 век. 1806 год. Война с Наполеоном. Именно в этой крепости более 4000 русских солдат держали оборону вместе с черногорцами против армии Наполеона. Но, к сожалению, конечно, впоследствии по Тизельскому миру эта территория была оставлена. Да, конечно, русские все-таки оставили, конечно, французам эту крепость и Которскую бухту, но история этой крепости продолжалась дальше, так как история самой Черногории. В дальнейшем эта территория вместе с Черногорией отходила в Австро-Венгрии, ну и уже 20 век, как бы уже впоследствии, это была территория Балкан, и сейчас это, конечно же, территория молодого и прекрасного государства Черногория. Вот посмотрите, я вам ранее говорила о том, что крепость была реально очень автономная, она была очень грамотно построена, то есть она могла держать долго осаду, выполнять функции оборонительного укрепления. Здесь есть помещения, как и казармы для солдат, здесь есть помещения и хозяйственные постройки. То есть, полностью все. Здесь были и пекарни, и свои склады с продовольствием. Она была полностью обеспечена. Но напомню, что именно само строительство этой крепости обязано Османской империи. Вот сейчас обратите внимание, вот такие бойницы сохранились в крепости. То есть они были очень удачны, они были сконструированы для того, чтобы держать оборону данной крепости.
Сейчас мы находимся внутри одного из зданий. И смотрите, насколько это все интересно, насколько это все загадочно. И это я вам очень советую, если вы приехали отдохнуть в Черногорию, то обязательно посетить эти места и прикоснуться к этой истории. Сейчас мы находимся внизу, именно на самой территории внутри крепости. И что хочется сказать, сколько прошло веков, но несмотря на войны, несмотря на многочисленные землетрясения, Балканы, я вам говорила в видео и раньше, то есть это сейсмически активная территория, все равно эта крепость стоит, то есть сколько веков она простояла, мне кажется, она простоит столько же, то есть настолько качественно это все было построено. Конечно же, во время осад, во время военных сражений тут были разрушения, но она реставрировалась годами и снова отстраивалась. Во времена Второй мировой войны это сооружение, эта замечательная крепость не была задействована как оборонительное сооружение в военных целях. Ее использовали только в качестве тюрьмы. То есть вот такой вот финал, можно сказать, завершение существования такого великого и величественного сооружения. Но сейчас она заброшена, вы видели сами. Здесь везде пробивается трава, но все равно это одно из любимых мест туристов, которые сюда свободно приходят. Посещение этой крепости абсолютно бесплатно, абсолютно свободно. То есть вы можете прийти и сколько хотите гулять здесь и наслаждаться древней историей и архитектурой. Как я вам говорила раньше, эта крепость была изначально заложена испанцами, откуда, в принципе, идет ее название, испанская крепость. И внешне она где-то напоминала церковь. Но, конечно же, когда ее перестраивали османы, то здесь было все кардинально изменено, здесь были построены казармы, и, конечно же, здесь была мечеть. В настоящее время здесь все разрушено, крепость зарастает травой, это видно, но все здесь осталось, все очень красиво, и если вы приехали в Черногорию, то, конечно же, я вам советую побывать именно в этом месте, прикоснуться к этой древней, многовековой истории. Больше видео на моем канале, с вас лайк и подписка. Пишите свои комментарии, вам это понравилось, вы хотите больше таких роликов, я вам покажу. Здесь много замечательного. Это очень богатая страна на архитектуру и историю. Но, конечно же, те, кто хотят видеть мою жизнь в Черногории на туриста, то тогда вам на Patreon. Там, конечно же, будет все без одежды. Пока-пока. До встречи.